Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 6 сентября, среда, выпуск промежуточный. И хочу вам напомнить в начале нашего выпуска о том, что в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже в ближайшую субботу. В пятницу, к сожалению, отвечать не получается. Отвечу в ближайшую субботу, это будет 9 сентября. Еще раз напомню, что в описании к этому ролику можете оставить свои вопросы. Перед тем, как оставлять вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. Ну, наши уважаемые постоянные зрители и слушатели все прекрасно знают. Я это говорю для тех людей, которые, возможно, слышат об этом впервые, ну или немножко подзабыли, как это делается. В сущности, все несложно. И также хочу напомнить, что у нас есть Patreon, на вопросы, в котором я отвечаю по четвергам. Соответственно, завтра запишу ролик для наших подписчиков Patreon. Там я отвечаю на все вопросы, которые нам задают. Там у нас такое более кулуарное общение, и, соответственно, есть возможность быть более откровенным. Пишите туда, если хотите, подписывайтесь на Patreon, если имеете возможность, имеете желание, там все вполне доступно, я имею в виду то, что касается финансов, и есть возможность помочь нам получить чуть больше информации, чем эта информация появляется в открытом доступе. Так, теперь перейдем к темам. Темы, значит, такие у нас. Путин встретился с Эрдоганом. Обсуждали массу вопросов, не просто массу, а огромную массу вопросов. На все вопросы, практически на все, президент России Владимир Путин ответил, ну, если, скажем так, не отказом, то пообещал подумать и пообещал обговорить многие моменты уже в режиме телефонного общения. Зерновая сделка, вы прекрасно знаете, что не обрела свое второе дыхание. Президент России Владимир Путин категорически отказался продлевать действие зерновой сделки, ну, либо даже хотя бы немного изменять формат. Тем не менее, все это все равно в глазах Эрдогана выглядело в сущности как издевательство. Понятно, что да, на общение настаивал он, тем не менее он ждал, конечно, каких-то прорывных реакций. Понятно, что на треке возможных переговоров между Украиной и Россией Эрдоган хоть и играет довольно значимую роль, но не основную. Основные переговоры ведутся кулуарно, основные переговоры ведутся через посредников на многих треках. Это не один канал, не два и не три каналов, достаточно много. Везде посредники пытаются продвинуться в разрешении огромного количества проблем и вопросов. Эрдоган лишь констатировал, что на сегодняшний день переговоры продвигаются крайне медленно, если вообще можно сказать, что они хоть как-то продвигаются. И никаких поползновений, по крайней мере явных, со стороны президента России Владимира Путина по крайней мере, на эту тему нет и быть не может. Имеется в виду на тему, конечно, переговоров России и Украины. И, конечно, выхода на мирное соглашение, либо вообще, по крайней мере, на официальные мирные переговоры. Чего же добился Эрдоган? Эрдоган добился продвижения интересов Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха. Здесь Эрдоган имел определенный успех. Президент России Владимир Путин буквально сливает Армению, мы об этом говорили многократно, выступая в какой-то момент в качестве, ну, даже не миротворца, а, скажем так, превратившись из человека, который от лица страны, от лица России, конечно, я имею в виду президента России Владимира Путина, который от лица России гарантирует какие-то нормы безопасности для Армении,
Путин превратился в такого примера переговорщика, каким сейчас выступает Эрдоган между Россией и Украиной. Даже более того, Эрдоган выступает как нейтральная сторона. Путин в этом случае выступает не совсем как нейтральная сторона. Здесь больше он отстаивает интересы Азербайджана, надо это опять-таки признать. Путин органически не любит, ну, я бы сказал, даже не переваривает, да, таким жаргонным термином, Пашиняна. Пашинян категорически ему неприятен. Неприятен, потому что Пашинян, как считает президент России Владимир Путин, пришел на волне революционных событий в Армении. А таких людей Путин категорически не любит. Он считает, что есть и более достойные, по его мнению, силы в Азербайджане, которые, извините, не в Азербайджане, а в Армении, конечно же, в Армении, которые готовы отстаивать российские интересы на территории Армении, которые готовы, ну, что называется, на блюдечке преподносить Армению для российского руководства. При этом опять-таки, Путин не готов до конца выполнять то количество обязательств, которое когда-то на себя брала Россия. Это очень интересный момент. Интересен он еще тем, что, конечно же, с выходом Армении из АДКБ, а мы анонсировали на этот год выход Армении из АДКБ и выход Казахстана из АДКБ. Это действительно так, такие планы действительно были, такие планы действительно существуют и сейчас. Мы видим высказывание Пашиняна в таком довольно откровенном ключе, когда он говорит, что стратегической ошибкой была полагаться на Россию в военном плане, в плане заступничества. Ну, здесь с Пашиняном как бы согласен, в принципе, весь цивилизованный мир. Мы видим, что сейчас в обсуждении мирных инициатив по поводу Нагорного Карабаха вступили и Франция, и США, и еще ряд стран. И всех пытаются помочь решить этот вопрос в мирном ключе. То, что касается возможностей сдачи интересов Армении, здесь со стороны президента России Владимира Путина все карты выложены на стол. Он сливает любые инициативы, конечно, со стороны Армении мирной, и не готов, скажем прямо, помогать Армении, по крайней мере, так, как на это Армения хотела бы рассчитывать. Армянское руководство, конечно же, я имею в виду. Посмотрим, чем все это закончится. Это довольно интересное положение дел. Я не думаю, что это обернется еще одной войной между Арменией и Азербайджаном. На сегодняшний день довольно много посредников, в том числе и среди стран Западной Европы, в том числе и среди лидеров мировых, таких как США, принимают участие в этом процессе. И я думаю, что не будет переход в горячую фазу. Тем не менее, опасность этого остается. Еще раз повторяю, опасность остается. И то, что Владимиру Путину было бы выгодно, такая ситуация, ну, наверное, на какой-то момент да. Еще раз подчеркиваю, он искренне ненавидит Пашиняна и сделает все возможное, чтобы Пашинян пожалел о том, что он не сдал власть в пользу тех людей, которые нравятся Владимиру Путину. Я понимаю, что звучит это довольно абсурдно. Президент России Владимир Путин вообще сам по себе человек довольно абсурдный и противоречивый. Находясь на пороге смерти, он все-таки встречается с Эрдоганом, дает ему какие-то рекомендации, как действовать, как жить дальше, выставляет какие-то условия. Ну, его условия, понятно, что по зерновой сделке это больше его видение той ситуации, которая сложилась в его интерпретации. Здесь опять-таки все понятно. Ну и, конечно, Эрдоган убедился воочию, что президент России Владимир Путин слаб, болен. Во время личных переговоров у Путина случился примерно такой же казус, как и случался с ним ранее. Он опять-таки, поторопившись,
попытался резко подняться со стула. Это уже не первый раз с ним. У него опять-таки закружилась голова. Он тяжело осел обратно и какое-то время, там буквально несколько минут, приходил в себя. Все это видел Эрдоган. Эрдогану все понятно, все ясно. Грим не помог. Лекарства не помогли, скрыть болезнь невозможно. Да, в сущности, наверное, особо и не пытался он перед Эрдоганом что-то скрывать. То, что и так понятно, и так ясно, скрывать практически невозможно. Переговоры прошли, ничего не произошло в плане больших ожиданий, ничего в сущности произойти не могло. Более детально эти моменты мы обсудим в нашем итоговом выпуске с Сергеем Жирновым. Сейчас я хочу вам, наши уважаемые зрители и слушатели, сказать, опять-таки напомню, что вы можете оставить в комментариях к этому ролику свои вопросы и можете подписаться на наш Patreon. На наш Patreon можно подписаться на территории России, на территории Республики Беларусь. Надо лишь посмотреть алгоритмы в Гугле. Прогуглите, и ничего сложного в этом нет. Все, практически все, что сегодня хотел вам рассказать, рассказал. Мы с вами увидимся, услышимся в ответы на вопросы. Ну и, конечно, в нашем выпуске «Итоги недели». Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Если есть возможность помочь нам, помогайте. Нам сейчас ваша помощь как никогда необходима. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.